Наша жизнь остановилась 23 августа 2016 года, как расстреляли наших сыновей. Они уничтожили мой род, но я борюсь за эту справедливость, чтобы другой родитель не похоронил своих сыновей. И я очень хочу сделать благое за братьев Гасан Гусейновых, чтобы осталась эта история семьи Гасан Гусейновых, история Хиндаха, история Дагестана, история России. Я сделал сад на месте убийства братьев Гасан Гусейновых, огородил там землю и сделал сад, чтобы кто проходил через этот сад и поел фрукты этого сада за братьев Гасан Гусейновых. Еще протянул туда воду, чтобы могли люди выпить, сделать омовение. Построил молельную комнату в этом месте, кто будет проходить, чтобы мог там же намаз совершить. Здесь растет абрикосы, персики, черешня, груши, яблоко, инжир. Мы это сделали вручную, все таскали туда вручную. Я очень благодарен людям, кто помог мне это сделать. Мы сделали все, что я там задумал. Сад сделал, водопровод туда протянул 2 километра. Водопровод протянул. Насос купил отсюда со села, туда наверх бьется эта вода. Для питья коров тоже там резервуар сделал тоже. إذا الحرب مشكلة جانج أو فروتنا أو إنسان قطعنا. لا. ما تر. ما في جلود وباكيت جان وأدرس وقيل كتير خلاص. وجي خكان ودرس كله فوق جو باكيت جان يقول. لو حاجة عيل يقول. خكان جو أو فايل. سبق شما دیدی بطرح دوهن عیسینا. Когда глава района приехал к нам, он сказал, что за братьев Гасан Гусейновых будет сделан волейбольную площадку. Построили стены. Теперь здесь наверху площадки я делаю аллею. Я сделал мемориальную доску, чтобы поставить сюда наверх. Буду сажать деревья. Перед фотографией сыновей я посадил розы, тоже как бы аллея. И
сажаю я перед домом вот эти цветы георгении. Они цветут в августе месяце. Я их сажаю, чтобы патимат было хоть чуточку легче, особенно август месяц. Август месяце наши ребята расстреляли, чтобы как-то полегчало патимат. Катя, Посадил я эти цветы. бачи эту шаму. Как? Очень приятно. Alan telefon. Kolla, kan ju oroa. Я всегда учил своих сыновей справедливости. Младший у меня был шустрым. Он хотел пойти работать в полиции. В то время они брали дагестанцев, кавказцев не брали в армию, только за деньги брали. И он говорил: папа, я на пастбище заработаю, отдам деньги военкомату и поеду в армию. Если кто в армии не служил, значит не брали, никуда работать тоже. Тем более полицейским не брали. Очень был работящий. Все делал по дому, маме помогал. Все делал. Не говорил он, что я это не умею делать. Он брался за любую работу. Однажды они играли здесь в волейбол на площадке. И один взрослый человек тогда за коровами ходил, и у него остались сзади 3-4 коровы. Такой сильный ливень пошло тогда. И, честно сказать, мне жалко было этого человека, который сейчас обратно должен идти туда на пастбище и найти этих коров под этим дождем и пригнать. Наби пришел и говорит: папа, я пойду, помогу этому человеку. Наби его догнал, он нашел этих коров и загнал сюда, в село. Старший тихий был, во всем помогал нам. Сарай чистил, не давал нам туда идти
сами все делали. Очень не хватает нам их, очень. Даже селе не хватает их. Односельчане говорят, вот были бы Наби Агасан Гусейн, кого-то не надо было бы просить что-то делать, они бегом пошли бы, сделали. Oma betchen lacha. Michel Robert. Michel Robert. Sancho. Они, во-первых, несут ответственность за скот, который им весной сдают. Осенью они должны скот сдать каждому хозяину. Это очень большая ответственность. Потому что и волки бывают, и болеет скот. Ну, они работали под дождем, под солнцем, под градом. Град тоже идет летом. Они постоянно смотрели за скотом. شاشة كاش هرولد عليه لخة «17 июня у Патимат день рождения было. Я в беседке находился и сыновей вот это видео, все материал смотрел, с ними разговаривал.
как бы девочки пришли, я слышу, маму поздравляют они, и я говорю сыновьям, Хасан Хусейн Наби, сестры пришли, поздравляют маму. Вы тоже приходите, поздравьте маму. Хоть как, приходите, поздравьте маму. Буквально прошло 3-5 минут. Мне старшая дочка кричит, папа, папа, пожалуйста, приходи сюда. Я прихожу к дому, Батимат сидит и кружатся перед ней два голубя. Покружились и потом спокойно вышли и улетели. 64 голубя приходят ко мне, я их кормлю каждый утром и под вечер. Я думал порезать эти курицы. Патимат сказала, Муртазали, не надо резать. Эта курица была старшему сыну, Хасан Хусейну, подарен. И мы решили их не трогать, чтобы память о них у нас всегда была. Поэтому решили их в общем, не резать. Я еще хочу здесь наверху дома сделать музей. Весь материал, все, их одежда, все, что с ними связано, будет в этом музее. Моих сыновей умышленно расстреляли и сделали из пастухов боевиков-террористов. Год и 3 месяца у нас мучили, что ваши сыновья боевики-террористы. Вы знаете, это очень больно, когда убитых твоих сыновей, переодев, еще расстреляли моих сыновей и сделали боевиками-террористами. Это очень больно. Любой отец боролся бы за справедливость, потому что нельзя остановиться, сказать, нет, не будет справедливость. Справедливость надо добиваться. Если мы будем молчать, терпеть все, что творят беззаконники, конечно, тогда не будет никакой правосудия, ничего не будет. Нам и угрожали, и все было, и питали как бы людей, которые работали со мной. Но мы хотя бы добились, что вот это клеймо было снят через год и 3 месяца с моих сыновей. И если мы молчали бы, до сих пор мои сыновья были бы боевиками-террористами. Очень много ребят расстреляли в Дагестане и на Северном Кавказе, ни за что сделав из них боевиков-террористов. Это был их бизнес правоохранительных органов. Это убийство прекратилось, теперь они начали подкидывать наркотики, оружие. Теперь у них другая тактика пошла. Я понимаю, что моих сыновей не вернут, но я буду бороться за справедливость, чтобы другие родители не хоронили своих сыновей. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. فاتحة. Очень трудно об этом сказать. Мне очень хочется, чтобы оставалась хотя бы память у всех, что-то благое делать за братьев Гасан Гусейновых, хотя бы что-то оставить хорошее в этом земле, чтобы им тоже на том свете от этого хорошее там было. Когда у сыновей день рождения, мы так же, как они были живы, делаем торт и
собираемся всей семьей. И этот день мы обязательно идем на кладбище, поздравляем сыновей, как бы. Ход мы их не видим, они же наши дети были.